Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я сняла очень много видеолекций и расставила по полкам очень много вопросов, которые требовали ответа много лет и которые относятся и к магии, и к психологии, и к семейной психологии, и к жизни вообще, и ко всему. Но наряду с этим всем я сказала, что я давно хочу снять видео и как бы разделить виды порч, проклятий, неудач и объяснить их природу, и объяснить, откуда они, почему они и прочее. Но я опасалась всегда, что это все будет украдено, присвоено, что это будет выдано за свой труд. Может быть, допускаю, что многие супермагуи, заходя, просто смотрят это все, откладывается в голове, и людям вместо, скажем, консультации выдают вот мои слова, что-нибудь да совпадет. Но, знаете, волков боятся в лес не ходить. Если мы будем бояться того, что у нас будут присваивать и красть, цивилизация просто остановится, потому что присваивали и крали у многих людей, у художников, заимствовали у писателей, у композиторов, у всех. Выхода нет. Либо дарить свои знания и бороться за авторство, либо вообще ничего не делать, никем не быть в этом мире. Поэтому я все-таки предпочитаю продолжить эту тему. Я сняла видеоролики про печати, которые присутствуют в жизни людей. Печать разрушения, печать изгойства, материнское проклятие, отцовское проклятие, родовое проклятие, проклятые своим родом, печать одиночества, печать черной вдовы, много. Вот сегодня я хочу вам рассказать про клеймо, которое называется неблагословленный. Что это такое и как это влияет на судьбу человека? В древние времена люди хотели получить благословение старших в семье, когда вступали в брак. Откуда эта традиция благословлять? Направлять на благое энергию, жизнь своих детей, чтобы у них все получилось. Пожеланий счастья, там, здоровья, долгой жизни, богатой жизни. Может быть, не все, конечно, от души это желают, но это уже, скажем так, традиция, этикет. Но откуда это пришло? Зачем это нужно? Итак, дорогие друзья, если родители не благословляли брак, брак считался проклятым. И считалось, что дети, которые будут рождены в этом браке, не добьются ничего хорошего в жизни, что их род, как изгой, собственно говоря. Что люди без благословения старших, практически обречены рано или поздно оставаться у разбитого корыта, создать нездоровую семью, нездоровый род, и в итоге расстаться, дети осиротеют, в общем, ничего хорошего не светит. Потому что энергия старших, тех, которые создали тебя и от которых ты происходишь, бабушки, дедушки, родители, то есть те, которые дали тебе жизнь. Потому что с периодичностью, как они рождали детей, потом пришла твоя очередь и родился ты. И вот их сила благословения, да, она дает возможность человеку добиться всего в этой жизни. Так вот, большинство проклятий тоже от нехватки благословения. Например,
проклятие матери, это отсутствие благословения матери, которое приводит к краху в жизни, потому что это напутствие, все равно ты не будешь счастлива, ты обидела мать, не видать тебе счастья и прочее, прочее. Это то же самое проклятие и отсутствие благословения матери, отца, бабушки по отцовской линии. Иногда бабушки, не желая ваших матерей, проклинают ее, желают ей всякого-всякого, не понимая при этом, что она носитель части ее крови. И когда рождаются внуки, она удивляется, почему внуки такие больные рождаются, немощные, почему они несчастные, плохо учатся, у них умственная отсталость или в жизни проблемы. Потому что она проклинала их, она прокляла своих детей, по сути. Потому что через невестку, да, она проклинает тех детей, которые придут. Почему-то многие свекрови считают, что ненавидеть невестку, это ничего такого страшного нет, и можно любить внуков, души не чаять, а ее видеть не хотят. Не понимая при этом, что она родитель этих детей, и через нее, проклиная ее, они проклинают свою собственную кровь. Это тоже материнское проклятие, потому что бабушка – это старшая мать в семье, понимаете? В некоторых культурах ее так и называют – старшая матерь. В немецком языке, например, Großmutter, что означает старшая матерь, бабушка. Что происходит при этом? И только ли родительское проклятие может лишить благословения человека? Дорогие друзья, человек рождается в этот мир, и те силы, которые его создали, его благословляют. Его благословляют на благие дела, его благословляют на свершения и прочее, прочее. А кто создает человека? Те самые силы, которые призваны богами. Верховная сила. Естественно, каждого человека по отдельности он не создает, но есть определенный механизм отбора душ, который отправляется в этот мир. Есть определенный механизм мироздания, это называется законы мироздания, по которым приходит душа в этот мир, живет. Каждая душа получает ту жизнь, которую заслуживает, и то тело даже. Мы говорим, не красота важна, вот главное душа. Не соглашусь, дорогие друзья, потому что нехороший человек, так скажем, банальную фразу, гнилой человек, он и некрасив. Знаете, как бы человек не ухаживал за собой, не пытался выглядеть красивым там и так далее, со временем его черты лица искажаются. Со временем очень красивая женщина может стать некрасивой не потому, что она потолстела, потому что есть очень такие импозантные толстушки, знаете, такие красивые женщины, полненькие, что прям приятно с ними говорить и приятно на них смотреть, хоть они и полные. Совершенно не из-за этого. В разных культурах разные понятия красоты, идеалы красоты, поэтому сказать, что полные женщины это некрасивые, это было бы смешно. Нет. Но есть такой момент, что человек, даже очень красивый, с правильными чертами лица, со временем становится безобразной. Не встречали, например, своих одноклассников, которые были очень красивые девочки, да, но гнилые просто, гнилые, грязные натуры, но красивые. И вот встречаете вы их через лет 20, вы их не узнаете. Вроде фигура та же самая осталась, да, не растолстели, не замучились жизнью, живут нормально, но лицо стало другим. Эти красивые черты просто источают яд, они неприятны. Вот отсюда и возникает понятие, что есть красивые люди, есть симпатичные люди, есть люди, которые вызывают симпатию, приятные люди. И красивое тело получить и сохранить на всю жизнь, именно вот свою красоту тела, которое, невзирая на то, что стареет, меняется, в любом случае притягательно, это не каждому дано. Это тоже надо заслужить. Видимо, душа, которая приходит в этот мир и получает красивое тело и красивый ум,
наверное, какое-то особенное все-таки, потому что сочетание редкое. Редко можно встретить и красивого человека, и умного. Чаще всего или одно, или другое. Чаще всего, не всегда. И иногда бывает, что и то, как бы, знаете, совпадают, гармония создается. Это значит, душа заслужила особое место. Так вот, силы, которые создают человека, отправляют в этот мир, создают его для счастья. Он не приходит здесь мучиться, он приходит быть счастливым, но он должен пройти определенные испытания в этой жизни, чтобы показать себя со всех сторон. Однако этот мир, в котором полно подлости, предательства, вероломства, недостойных людей и так далее, этот мир все же счастья человеку не приносит как таковое. Мы до конца счастливы не можем быть, потому что мы в жизни проходим очень много боли. Мы любим, нас предают. Мы делаем добро, нам отвечает злом. Мы теряем близких, родных со временем, они уходят навсегда. Человек не может быть стопроцентно счастлив, потому что он проходит очень много боли. Он просто учится жить с этой болью, если только так. Это уже счастье, если у человека есть сила жить с этой болью и не сломаться. Но в остальном человек не может быть, не получается у него полного такого счастья, стопроцентного в этом мире. Поэтому он ищет то, что ему более-менее приносит удовлетворение, радость. Он это и считает за счастье. У каждого свое. Кто-то деньги хочет в этом мире получить, кто-то любовь, кто-то красоту, кто-то славу. Каждому свое на самом деле. Общего понятия счастья не существует. Отправляют силы, благословляют человека на счастье. Рождается человек в этот мир. Изначальные силы, которые его отправили, они хотят, чтобы человек соблюдал именно их законы в этом мире. А именно закон совести, закон чести, внутреннего голоса, второго «я», скажем так, да? Потому что силы, которые направили его в этот мир, они желают видеть в этом человеке воплощение всех своих божественных начал. Человек приходит в этот мир. Его воспитывают родители. Много в их воспитании бывает ошибок. А значит, человек неправильно понимает некоторые вещи, неправильно живет, и он уже одну часть этого благословения теряет. Неправильно направили его родители. Бывают родители завистливые, которые день и ночь, знаете, сплетничают о соседях. Они в детях воспитывают ненависть. Либо родители пьют, не занимаются детьми, плевать хотели на своих детей. Дети не получают родительского тепла. Они часть этого благословения, которое им дано при рождении, теряют. А значит, у них будет страх перед созданием семьи, у них будет страх продолжить эту линию родителей, да, или стать таким же, как были родители. Это уже травма, это уже некая часть этого благословения божественного теряется. Религии. Религия абсолютно настраивает человека против той древней силы, которая его родила в этот мир. По сути, ради приемных родителей человек, отрекается от настоящих. Да? Получается, что религии, созданные людьми, эгрегоры в этом мире, привлекают его к себе, говорят: ты наш ребенок, ты наш сын или дочь, приди в лоно матери церкви, например. Человек идет туда, а значит, отрекается от древних богов. Он теряет часть их благословения. Он живет уже по другим законам, по законам другой силы, другого эгрегора. Он хочет счастья, он хочет жить, как жили его предки, прадеды. Он хочет любить. В нем есть это желание. Он хочет продолжить свой род. Он хочет красиво жить. Он хочет
дорого одеваться. Но при всем этом он хочет еще и подчиниться вот этим законам, где сказано, что прелюбодеяние грех, где сказано, что нужно жить скромно, да, и так далее. То есть в нем два противоречия. Ему внушили, внедрили в мозг и отправили в этот мир, чтобы он хорошо жил, поднимался, добился чего-нибудь, настолько, чтобы его имя после его смерти произносилось часто и в хорошем смысле, и его эгрегор там наполнялся энергией и силой. А здесь ему говорят: живи скромно, будь, значит, не будь горделивым, гордыня грех, не желай власти, не желай силы, не желай знаменитости, да, стать. Не желай ничего в этом мире. Живи скромно, молись, надейся. В общем, ни о чем не мечтай. И вот он вступает в противоречие с собой и с этим миром. Какая сторона победит, это уже другой вопрос. Далее. Он вступает в конфликт с людьми. Он может кого-то обидеть, не желая того. Он может влезть в чью-то судьбу, не желая того. Он может нарушить изначальное предназначение для него. Ну и, скажем, связать себя с тем человеком, с которым связывать не нужно. И взять на себя часть его, не грехов, преступлений перед миром. А значит, потерять часть благословения. Благословение, если нет в делах, человек может работать день и ночь, он может делать все, что угодно. Если его не благословляют боги, силы вселенские, мироздание, он ничего не сможет добиться, дорогие друзья. Он рано или поздно будет встречаться с крахом, и это будет постоянно. Если у него нет благословения Вселенной, он будет работать, но его работа ему ничего не даст. Его деньги не будут ему служить. Они будут проходить мимо него, они будут потрачены на постоянные болезни, на постоянные трудности, на еще какие-то возникшие ниоткуда проблемы. Если у него нет благословения родителей, то у этого человека не получается личная жизнь. У него всегда крах, он жертва в браке. Он все тянет на себе, он делает, он старается, он стремится, он хочет, он всего себя отдает, но отдачи обратной нет, потому что нет благословения родителей, а значит, брак не получается, потому что с благословения родителей должен получаться брак. Если нет благословения своего рода, если он был изгоем, этот человек финансово не может идти вперед. У него с финансами вечно проблемы. Вот у него могли родители очень любить, обожать, но, например, род отца мог не воспринимать его мать, да, и, естественно, не благословить этого ребенка. Не сказать прям словами «я тебя не благословляю», а просто не принимать, не считать его своим. А значит, у этого человека финансово будут вечно финансовые проблемы. Он все время будет в убытке. Сколько бы он ни делал, ни работал, у него ничего вперед не будет идти. Вот эти составляющие, 3 составляющих, которые лишают человека благословения. Первое – лишаться благословения богов, когда человек делает выбор больше на созданные, да, к созданным силам идя за помощью, забывая, что есть внутренняя совесть, что есть род, что есть память предков, что есть более древние знания, более правильные направления в этом мире. Но втиснуться в ту систему, которая полностью отрицает все древнее, все мудрое, все нужное, принимая только свою, то есть тотальную вот эту систему, которая только себя считает правильным, все остальное не так. А значит, лишиться благословения тех сил, которые привели тебя в этот мир. Эта потеря благословения случается в течение жизни человека.
Понимаете, есть люди, которые день и ночь ходят в церковь, но ничего у них не меняется, ничего не происходит. Они пытаются найти ответ на вопрос, например, вот откройте ролик «Молитва или заговор», там все сказано. Вот они пытаются найти ответ, да за что? Вот я такой верующий человек, я никому ничего не делаю, я соблюдаю все эти посты, я пытаюсь соответствовать всей душой и сердцем этой религии. Но почему у меня ничего не идет? Ответ один: испытание Божие, там, кого люблю, того испытываю, сын мой, терпи, там, и так далее. Других внятных ответов он не получает. Потому что он пришел сюда язычником, он пришел сюда благословленным теми силами, которые привели его сюда и должны были очень многое дать. Он отвернулся, он захотел по-другому. Мне как-то в форуме написали, что когда я говорила о знаниях мироздания, откуда они приходят, знания, да, и женщина написала, что ее брат вот внезапно начал писать очень хорошие рассказы, просто настолько глубокие и сильные, что она говорит, я их хранила, просто перечитывала, печатала, и вдруг жена сказала, это от сатаны, это все нехорошо, и начала тащить его в церковь, и все это у него пропало. Ему дали это знание, эту силу, и внезапно дали, такое тоже возможно, для того, чтобы его прославить, как, может быть, одного из величайших писателей-мистиков, понимаете, как Булгакова. А он добровольно отказался от этого благословения богов и решил присоединиться к стаду. Ему захотелось быть стадным, ни за что не отвечать, ничего не делать. Он добровольно отверг этот дар в себе, отверг просто, выкинул в сторону, когда он мог прославить имя богов и себя, и пошел смиренно за толпой. И в итоге вернулся к той же жизни, да, малообеспеченный, тяжелый, трудный и так далее. То есть, понимаете, вот лишился он благословения своего, он отверг это благословение. Вот точно так же человек чувствует, что ему там счастья нет. Он идет туда, просит, все равно его не слышит никто. Никакой помощи нет, никаких перемен в лучшую сторону, все хуже и хуже. А он упорно идет туда, как баран уперся, да, вот эти новые ворота. Нет, я туда пойду. Он не понимает, что его там не принимают, и он там не нужен. И его не хотят там видеть, и его не слышат, и он для них ничего не значит, для этих новых сил. Но он отвергает древнюю силу, которая ему давала все и дала бы в этой жизни, но идет в другом направлении. Он лишается благословений. В итоге он ничего не добьется. Он так... И дело не в религии или в каком-то еще. Если вы чувствуете, что что-то вам не помогает, не дает вам то, что вы хотите, значит, вы там не нужны. Значит, совершенно иная сила за вас борется. А вы намеренно отвергаете благословение той самой силой, которая вас привела в этот мир и помогла. То есть в одном случае это благословение лишается, то есть сам человек этого лишается намеренно, нарочно, отказываясь делать то, что ему приходит. Он понимает, что он может стать хорошим писателем, он понимает, что ему открываются перспективы. Он от своего страха этого не хочет. Приходит человек в его жизнь, который его любит, который ему нравится тоже, но от страха перед ответственностью он отвергает эту женщину. Отвергает, потому что она умная, сильная, а он не уверен, выдержит ли эту женщину. Он теряет это благословение, понимаете? Есть люди, которые приносят удачу, есть такие люди. Есть люди, которые абсолютно незначительно в какой-то фирме работают, про них, может, никто не знает. Но стоит этому человеку оттуда уйти, эта фирма рушится. Есть такие люди, но осознавая, что этот человек в мою жизнь приносит очень много хорошего, но отвергая этого человека, тоже лишаешься благословения, потому что боги говорят с нами с помощью людей и с помощью действий. Они напрямую не придут и не скажут: Вася, вот женись на ней, она хорошая женщина, она из тебя сделает короля. А вот есть люди, которые не боятся принимать благословение, понимаете? Они связывают свою жизнь с человеком, с которым они чувствуют, что они многого достигнут и достигают. И многие
великие мужчины, да, как говорят, за спиной великого мужчины стоит великая женщина. Выбирая женщин, вопреки всем и вся, выбирая ту самую, с которой они чувствовали себя счастливыми, не прогадали. Они действительно оставили свой след в этой истории, потому что была женщина, которая его во всем поддерживала. Это было его благословение. Слышали когда-нибудь: «Ты мое благословение»? Или «Благослови меня на это». Вот если ты попросишь, если ты скажешь за меня, у меня получится. Вот об этом и речь, что человек намеренно иногда отказывается от своего благословения, которое ему было дано, либо человек лишается этого благословения. Это первый вариант. Второй момент, когда ребенок либо ненужный, либо не впопад рожденный, либо его родили для того, чтобы привязать мужика, или чтобы получить алименты с помощью... Многие женщины не стесняются этого, даже при своих детях говорят, что они вот забеременели специально от известного футболиста или еще от кого-нибудь, чтобы хорошо жить. То есть им даже неплохо от того, что ребенок сидит и понимает, что он для матери не сын, а просто банковская карта. Очень выгодное вложение, понимаете? И они считают, что это нормально. Так вот, эти дети тоже лишены благословений, потому что их мать не их любит. А те перспективы, те возможности, которые открываются с помощью рождения этого ребенка, у этого ребенка нет благословения. Мало того, что он это чувствует, понимает, он в любом случае он чувствует себя ненужно. Вот пример яркий приведу из истории. Павел I, сын Екатерины Великой. Она все время говорила при нем: ты, может быть, не мой сын, тебя сразу забрали, 2 года не показывали, может, тебя заменили, я не знаю. Она высмеивала его и издевалась, при том, что она была великая женщина, очень сильная женщина, но она ненавидела его, она не любила. Он был ребенком от нелюбимого мужчины. Она ложилась с ним, ненавидя его, ее мутило, у нее было отвращение к нему, и она от него родила. Мало того, ей не дали привыкнуть к этому ребенку, сразу же отобрали, забрали, ей даже, извиняюсь за подробности, не поменяли простынь после родов. То есть настолько она была в презрительном положении, она возненавидела этого ребенка, что после его рождения она вообще стала там ненужной, ее принижали, унижали, ниже не бывает. И она не любила этого ребенка, она все время внушала ему, она все время давила, и она все время уничтожала все его таланты, и она мысленно отторгла этого сына, понимаете? И как он закончил свою жизнь? Ничем хорошим. Его начали называть безумным, у него были непонятные поступки. Он назначал министра, через 3 часа мог казнить этого министра. Он сходил с ума и в итоге из-за дворцового переворота был убит. То есть человек, ребенок, лишенный благословения родителей, матери, которая дала ему жизнь, и отец-то особо там к нему не испытывал ничего. Бабушка хотела его, потому что он был продолжитель просто рода Романовых, и это укрепляло ее престол всего-то. То есть он был нужен там для того, чтобы каждый из них с помощью него укрепил свои позиции и правил, и более никак. Он был нужен не как ребенок, а формально, что есть наследник престола. И вот, не получая любовь ни от кого из родных и близких, он вырос таким, и в итоге его жизнь закончилась плачевно. Он ничего для себя хорошего не добился, он ушел обиженный этой жизнью, этим миром и людьми, понимаете? Вот вам яркий пример лишения благословения человека. У него были очень хорошие перспективы, он хотел реформы, он хотел даже крестьян освободить. У него много было благородных поступков, но не суждено было этому сбыться, и ничего не получилось. И третий момент, когда человек намеренно идет на преступление, лишается благословения, лишает этого благословения Вселенной своих детей. Когда человек, переступая через кровь, переступая через совесть, когда человек предает тех, кто сделал ему добро. В Библии есть такая фраза, она взята из древней шумерской книги мертвых. Сказано: кто за добро заплатит злом, с его дома зло никогда не уйдет. Это реальная вещь. Вначале человеку кажется, что все хорошо, пронесло, ничего не случилось, но потом он замечает, что в его жизни все идет на откос, что все просто останавливается, все разбивается о какие-то стены и не идет дальше.
когда человек намеренно живет бесчестной жизнью и лишает себя благословения. Это сразу не видно. Многие говорят, вот чиновники там воруют, убивают, и все нормально сходит с рук. Нет, дорогие друзья, не сходит с рук. Никому не сходило с рук. Как раз в тот момент, когда ему кажется, что уже все пронесло, его начинает наказывать. Не забывайте, как заканчивают их дети. Не забывайте, что бывает с их потомками после их смерти. Все это разрушается, все это к чертям уходит, потому что в этом не было благословения. Понимаете? Говорят, проклятое имущество, бесчестное имущество, там, то это не дает плодов. Потому что там нет благословения. Благословение – это энергия. Энергия, которая приходит и усиливает любое твое начинание. Если этой энергии нет, человек может делать все, что угодно. Он может всю жизнь создавать, работать, там, делать что угодно. У него этого ничего вперед не уйдет. То есть несколько причин лишения благословения человека. И когда люди приходят, не обязательно, чтобы кто-то намеренно порчу наслал. Иногда у этого человека нету благословения. У него клеймо неблагословленного. Есть люди, которые немного что-нибудь сделали. Вот есть такие люди, мы говорим их везунчики, да? Вот слегка что-нибудь там поставили, там лавочку одну, что-нибудь продают. Через год они уже магазин открыли. Через некоторое время у них уже фирма. У них все друг за другом, и они особых усилий не прилагают. Они просто вот взяли какую-то правильную линию, сделали, пошло, потом дальше, дальше. А есть человек, который может мучиться день и ночь, и работает, и правильно делает все. То есть не сказать, что он там дурачок как-то так просто взялся за неподъемное дело. Нет. Но у него ничего не получается. Он все время в убытке, у него все разрушается, он все время в крахе, он все время разоряется, потому что в его жизни по разным причинам не хватает благословения. Либо он сам натворил делов, и теперь он не может ничего добиться, либо его родители его не благословили, либо Вселенная не благословила, потому что он много раз отказывался от шанса, который ему отправляли боги. Или он не в том направлении двигается все-таки, он не к тем силам обращается, чтобы ему помогли. А эти силы его не благословляют, к которым он обращается. Они его не принимают, а он упорно хочет идти туда и получить их помощь и благословение. Так что, дорогие друзья, клеймо неблагословленного очень страшная вещь. С этим клеймом есть множество людей. И причины этого различные, но результат один и тот же. Что бы они ни делали, у них ничего вперед не идет. У них все заканчивается, они снова, не то что с нуля начинают, они все разбивается в жизни, и в семейной, и в бизнесе, и во всем. Вот вам еще одна причина человеческих бедствий. Всем удачи!